Пятый канал представляет. Ну, это все где-то с полгода как началось. Чахнет деда прямо на глазах. Но вы уверены, что со здоровьем у него все в порядке? Да, он даже не болел, никогда не кашлял. А теперь похудел сильно. Что-то еще не так? Да, злой он какой-то стал, агрессивный. Можно сказать, на людей бросается. Считает, что все вокруг настроены против него и хотят свести его в могилу. Ну, просто с ума сошел. Да порчу на него навели. Вы же порчу снимаете, да? Я-то снимаю, но, возможно, в 75 лет ему действительно нужна помощь специалиста. Подождите. Если вы не хотите, то сразу так и скажите. Просто к врачам дед не пойдет. Он их ненавидит после того, как они моего отца угробили. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Но на меня ваш дед не набросится же? Нет, не набросится. Он слабый сейчас стал уже. Я не думаю, что он сможет причинить вам вред. Ну, если что, я буду рядом. Вот, мы пришли. Пожалуйста. Дедуль, к тебе гости. Это Елена Валентиновна. Она хочет тебе помочь. Ты опять врачиху прикатила. Я не болен. Сколько раз можно тебе говорить? Здравствуйте. А я не врач. Я сама врачей этих не люблю. Эти все шприцы, лекарства. Фу. Ну иди своей дорогой. Вы знаете, мне очень не нравится, как он выглядит. Это меня сглазили. Вот и все. Проваливай отсюда. Как он? Слушайте, Валентин, я, конечно, понимаю, что он очень не любит медицину, но его надо срочно показать врачам. Все врачи вредители, убийцы. Убийцы и вредители. Убийцы, убийцы. Какие еще врачи? Ну так, а я вас зачем нанял? Я же вас для этого и нанял. Вот вы и лечите. Так я вам как специалист говорю. Вашего дедушке помогут в больнице лучше. Так, не можете лечить? Ну, убирайтесь. Только время зря на вас потратил. Все, проваливайте давай. Вы не понимаете? Это может плохо закончиться. Уходите. Валентин, правильно, чтобы я этой шарлатанки больше в доме не видел. Что за дела, Антон Максимович? Ну что, у нас уборщицы в отделении нету? Я не пойму, почему я сам должен убирать служебное помещение? Порядок потому что таков, Вань. Знаю я этот порядок. Вы что, думаете, я не понимаю, за что Куликова злится? Я, между прочим, слышал, как она Полоскову жаловалась. Что мы от рук отбились, субординацию не соблюдаем. Так, и что? И что, и решила нас таким образом наказать. Блин, ну нам двоим здесь не разобраться за неделю, Антон Максимович.
Папки давай. Вообще, что это за работа такая? Для оперы старые бумажки перебирать. Ребята, мне нужна ваша помощь. Здрасте. Помогли, спасибо. Легко. Тебе Ваню сдать посуточно или оптом в аренду. Подождите, а что сразу в аренду-то? Ну, не хочешь в аренду, будет тебе еще один субботник. Будем белить, красить, двигать, ломать, бить, терять. Это же в твоем стиле. Ребят, послушайте, я серьезно, мне сегодня попросили порчу с одного деда снять. Так вот, мне было видение, что этого деда его травят. Травят по чуть-чуть, медленно, но верно. Ну, сколько можно объяснять? Слушай, я знаю, что ты скажешь. У меня нет оснований для возбуждения и дела. Мне трудно будет обосновать это дело Приятно начальству. поговорить со знающим человеком. Послушайте, я серьезно. Вы знаете, что я ничего не придумываю. Этому деду реально угрожает опасность. Дед, я не спорю, возможно, это так. Но посмотри, сколько у нас папок. И там люди, которых обокрали, обманули, кого-то ножом порезали. И все они нуждаются в нашей помощи не меньше, чем твой дед, которого, возможно, травят. Его невозможно отравят. И я тебе это докажу. Давай, чего ты меня позвал? Звонил мой знакомый из Рязанского ТВ. Ну, спрашивает, будем мы ролики делать про Полосковой. Пока нет. Почему? Смешные получились. Саш, может быть и смешно кому-то. Только после этого мэр с Амосовым поговорил о чем-то и смягчился. А Полосков теперь хочет годовым отчетом оправдаться. И ведь шанс-то у него есть. Раскрываемость-то хорошая. Черт, принес этого Амосова в Рязанск. Шляется с журналистом, что вынюхивает вечно. Вот-вот. А может, пора к криминальным методам подключиться? Хорошая идея. Вот ты, Саша, этим и займешься. Ты серьезно, да, сейчас? Ну, детский сад какой-то. У меня здесь полно больных, Лен. А ты мне предлагаешь с каким-то дедом в казаки-разбойники играть. Ну, Когда ты успел стать таким, а? каким? Нудным и скучным. Где тот Олег, который ночью в колхозе угнал моцик, чтобы съездить цветов мне нарвать, Так. Ты меня так шантажируешь, да? Да нет, ни капельки. Просто скучаю по тому веселому и рисковому парню, каким ты раньше был. Эх. Так. Ты говоришь, внук тебя просил снять с него порчу? А дед сам уверен в том, что его сглазили? Так, это хорошо. Ну, есть у меня одна идея. Дурацкая, правда? Но для людей, которые верят в сглаз и порчу, сойдет, я так думаю. Что ты, Оль, что ты? У нас же крест для этого есть со своими людьми. Да расслабься ты, герой картонный. Шучу я. Игрушка эта. Держи, дарю. Амосова приказано не трогать. Полоскова мы отправим грядки сажать и с Татариновым разберемся. Вот тогда никто ничего сделать не сможет. Герой. Ну как? Это вы кого привели и зачем? Простите, пожалуйста, я просто все никак не могла успокоиться. Думала о вашем дедушке. Что надумали? Да, вы правы. Действительно, на него кто-то наслал порчу из глаз, и я снять не могу. Но я вот привела человека, который может вам помочь. Как? Снимет с глаз, навесит на уши? Вы что? Это, знакомьтесь, Олег. Ольвик. Он знахарь, очень хороший, с большим опытом. Проходите, проходите. Деда, у нас гости! Валик, кого ты там еще приволок? Я же тебе сказал, чтобы я этой шарлатанки не видел больше в моем доме. Уйду. Деда, тут вот знахарь, очень хороший. Говорит, что может порчу снять. Ну, пусть снимет и уходит отсюда.
Черное покрывало тяжелой порчи. И это не просто с глаз. Это заклятие на крови. На крови? И что же теперь? Что кровью заклято, то кровью может быть и снято. Возьму немного крови. Кровь мне все расскажет. Как порчу навели, и как ее снять, и какое зелье сварить. А кто навел, узнать сможете? Ну да. Но только для этого мне надо взять кровь. Берите. Отлично. Кулачком поработайте. Отлично. Остановитесь. Я честный знахарь. Если кого обману, то сила пропадет. О чем пишут? Георгий Сергеевич, Антон Максимович? я прошу вас. Благодарю вас, что откликнулись. Зеленый чай, пожалуйста, и яичницу с беконом. Ну, во-первых, вы Валерин друг. Для меня этого уже достаточно. А во-вторых, вы служили в серьезной организации. Если позвонили, значит, повод есть. Хорошо, давайте сразу к делу. 5 лет тому назад мой брат был найден убитым у себя в кабинете. Официальная версия – застрелился. Ну, со стариками такое случается. Они думают, что витамины – это кладезь долголетия и здоровья. Вот. Ну, у него все признаки передозировки витамином В6. И смотри, очень много магния. Отсюда и пульс ненормальный, и одышка. Ну, и вообще нервный он чересчур. Меня все-таки травит. Ну, я тебе вот так сказать не могу. Все-таки дедушка старенький, ну, может забыть, что уже, так сказать, принял витамины и закидывается ими снова. А магний? Ты сказал, магния много. Может, магнием травит? Для того, чтобы травить человека такими простыми вещами. Присаживайся. К столу. Ну, надо знать их фармакокинетику, ну, и суметь подобрать дозировку так, чтобы и человека в могилу свести, и чтобы выглядело естественно. Прямо Борджиа какой-то. Значит, Борджи. Я видела. Ну, от тебя все зависит. Ты же в полиции работаешь. Ладно. Позвоню Амосову, скажу, что ты сказал, что деда травит. Я сказал, что есть подозрение. Интересные материалы. И вы думаете, что Крестовский жив? Уверен на 100%. Более того, я считаю, что убийство менеджеров Тулнефти и взрыв в офисе его рук дело. Да, действительно, неплохо придумано. Искать покойника, кто же думает об этом? Скажу вам честно, мы тогда голову сломали, раздумывая, кто за всем этим может стоять. Ну, хорошо. Что вы хотите? Я зашел очень далеко, и в одиночку мне не справиться, поэтому мне нужен ресурс. Техника, люди. Деньги? Возможно. А кто такой Янус? Пока не знаю, но уверен, что если мы пойдем по следу, выйдем и на него. Я понимаю, Антон Максимович. Мне надо посоветоваться. Я доложу руководству Тулнефти о нашем с вами разговоре. Дело в том, что я не знаю планов компании. Захочет ли она ввязываться в войну за завод из-за, так сказать, вновь открывшихся обстоятельств. Но как они простят гибель людей, тем более убийца известен. Видите ли, Антон Максимович, бизнес-войны ведутся не по законам нормальной войны. Здесь иногда приходится делать вид, что ничего не случилось. Пить с врагами водку, здороваться за руку. Короче, ничего личного. Мне кажется, что в данном конкретном случае руководство примет решение разобраться по полной. И тогда? И тогда вы получите все, о чем просите. И дальше больше. Дед наладан дышит, почки отказывают, сердце плохое. Турчинов уверен, что они его травили планомерно, передозировкой витаминов. Методично и давно. Лена, ты, может быть, из-за большого количества кофе и сигарет? Антон, побойся Бога. Ты этого деда видел? Какой кофе? Какие сигареты?
Слушайте, может, кокаин? Не, а что, я видел, кокаинщики вообще без печени живут. Да, Вань, и без мозгов. Хорошо, тогда у отравителя должен быть мотив. С мотивом все в порядке. У дедули частный дом, не меньше 120 квадратов, и ухоженный сад, и 5 соток при нем. Подозреваемый у тебя тоже есть? Нет, но я подозреваю, что это как-то связано с внуком. Как-то связано с внуком. Если это нужно было бы внуку, то он бы сделал это по-тихому. А он зовет к себе экстрасенсов. Нелогично. Ну да, деду скорую вызывать надо, а он гадалку ему привел. И вообще он на идиот смахивает. А возможно, усиленно притворяется. Хорошо. Все равно ведь не отстанешь. Я проверю этого внука, но только с тем условием, что ты эту самодеятельность сделаешь последний раз. Договорились? Обещаю. Слушай, мне вот очень интересно, что быстрее произойдет? Дед наш помрет или очередь наша подойдет? Так, я пойду попробую без очереди. Надо срочно Полоскову про деда рассказать. Ну как же так? Ну, успокойся, пожалуйста. Пускайте. Благодарю. Пожалуйста, проходите. Здрасте. Валентин, кого ты еще приволок? Что делает этот человек в моем доме? Дедуля, этот человек из полиции. Я сейчас поговорю с майором Амосовым, и он сразу же и уйдет. Уйдет. Так и знаю, я тебе все время говорю. Не уйдет никто, а ты все время ходишь. Вы присаживайтесь. Вы поймите меня, просто мы получили заявление и обязаны отреагировать. И вы туда же, да? Уже кто-то заявление накатал. Присаживайтесь. Да. И что же на этот раз? Ну, пишут, что Анатолий Соколов, ваш дедушка, сильно болен, психически неустойчив, бросается на людей. Да, соседи сволочи. Угощайтесь. Ну, подумаешь, дедуля, пару раз на их сопляка накричал. Ну, так по делу же. Нечего было камнями в наш двор бросаться, понимаете? А дедуля, он абсолютно нормальный. Угощайтесь. А какие у вас отношения? Он меня воспитывал. Отцу после аварии сделали переливание крови и занесли заражение. Спасти его не удалось. Дедуля для меня единственная родная душа. Поэтому я навещаю его каждый день. Если у меня не получается, то невеста моя, Юлия. Валентин, сколько можно сидеть в моем доме? Уходите, прошу вас. Дедуля, 5 минут! 5 минут! Зайди к себе в комнату, дедуля! 5 минут! Сколько же можно терпеть этих 5 минут? Все, я уже ухожу. Вы мне скажите, а что он такой агрессивный? Да говорю вам, порчу на него навели, порчу. Валентин, конкретно кто? Имена и фамилия? Дед ходил в секту соглядатые пришествия. Так, тихо, давайте-ка, Так вот эти соглядатые порчу на него и навели. Соседка еще носит постоянно, знаете, постоянно носит витамины какие-то ему. Только никакие это не витамины. Я если замечаю, сразу же выбрасываю, но она все равно как-то проносит. Так ей-то это зачем? Вы понимаете, им только и нужно, что кусок урвать. Дед им всю пенсию приносил. Так вот, похоже, они решили его добить и дом переоформить, если уже не переоформили. Зачем к брату Анатолию ходили, молодой человек? Здравствуйте. Здравствуйте. Майор Амосов, я из полиции. Ага. А к брату Анатолию я ходил, собственно, по заявлению. По какому заявлению? Светка, видать, накатала. Ох, не любит она нас, соглядатаев. Ох, не любит. Как вы сказали? Соглядатаи. Мы ходим в один зал царства. Куда ходите? Мы соглядатаи пришествия. Если у вас есть время, я могу вам рассказать о нашей церкви подробнее. Я благодарю вас, но я на службе. Вы знаете что, вы лучше расскажите об Анатолии Степановиче. А что? Анатолий Степанович очень хороший человек, настоящий обращенный. Мы с ним в нашем районе проповедовали, а сейчас что-то он захворал. Ну, а вы часто к нему заходите? Захожу, когда внука его, Валентина, нет. А когда внук дома, вообще не захожу. Он, знаете ли, так бурчит и все на выход указывает, мол, иди отсюда. То есть внук против вашего общения? Против, Ирод.
язычник. Скажите, а где язычник живет? А на Кирова, кажись, в однушке. Хорошо. И часто он к дедушке заходит? Да почитай, каждый день. С утра он, а вечером девушка его, не знаю уж невеста, кто он уходит. То есть они заботятся о дедушке? Заботятся? Да я не удивлюсь, если это они довели его до такого состояния. Вот я витамины приношу ему, а этот Ирод запрещает ему их пить. Понимаете? Понимаю. А сами не пьют витамины? Сама нет, не пью. Витамины для страждущих. Наш пастор сам их распределяет. А я, наверное, еще ничего выгляжу. Мне они ни к чему. Вас понял, спасибо. А вы приходите. Приходите на наше собрание. Приходите. Спасибо. Зайду как-нибудь. История с этим дедом не такая уж и простая, как думалось. То есть у нас есть еще подозреваемые помимо внука? Да, деда засосала опасная трясина. Он ходит в секту соглядатые пришествия. О, эти даже зажмуриться не дадут без разрешения. Да, и без копии заверенного нотариуса. Кстати, внук считает, что они имеют виды на их дом. Думаешь, они его травят? Вряд ли. Они на собраниях раздают какие-то витамины. И нам нужно взять эти витамины на анализ. О, облава в церкви круто. Это, Ванечка, не совсем церковь. Свои собрания они проводят в ДК Ряз-Сельмаш в 19:00. Поэтому ты пойдешь на собрание, принесешь нам витаминку для анализа. Я? Да, ты. Да они там это... А что, если они... Не, ну нафиг, вы че? Ванечка, пора учиться работать под прикрытием, ты уже взрослый. Ну хорошо, давайте я внедрюсь в какую-нибудь банду убийц, группировку наркодилеров. Ну эти психи, ну совсем, ну Антон Максимович. Не делай поспешных выводов, Ваня. Я не делаю поспешных выводов. Они ко мне на Рождество один раз пришли. Так. У меня ощущение было, я как будто с автоответчиком разговариваю. Рождество – это не праздник. Рождество – это не праздник. Ну, на Рождество и Пасху они отвергают. Но полицейских они не едят. Так, 7 часов уже, ты успеваешь. О, Никитин, секундочку. Никитин! Иди сюда. Так, Бычков, это для тебя, разворачивайся. Ну, вроде ничего. Ну-ка. А? Лен, ну... О, входишь в роль. Здравствуйте. Мир вам! Так вот, я раньше в Туле жил, ну, у нас там бизнес был. Вот, а здесь, думаем, точку одну. Здравствуйте, братья. Ну, типа филиала, вот, поэтому пришлось переехать. Понимаю. Значит, хотите присоединиться к нашей пастве? Очень хочу. У меня без соглядатая бизнес стал. Иди с миром, сестра, иди, сейчас начнем. Ну, это не так просто. Не, я там все взносы платил, у меня квартира там. Кстати, здесь квартира есть в центре, поэтому, если надо, я могу там для собраний предоставить. Ну, очень щедро с вашей стороны, молодой человек. Да вообще базара нет, хоть ночует там, мне по барабану. Ну, в смысле, все для братьев, для сестер, там, для братьев наших меньших. Ну, вы поняли. Да, понимаю. Значит так, крещеный? Да. От крови отказывался? Чего? Письменный отказ от переливания крови заполнял? А, да, конечно, кому надо переливание-то? И все законы наши тебе известны? Вообще все. Ну что ж, сын мой, входи в наш дом. Теперь он твой. Спасибо, отец мой. В смысле, от души. Прошу прощения. Здрасте. Я думал, с вами местечко. Шляпу сними, язычник. Потому что он сказал, ни за что не оставлю тебя, ни в коем случае не покину тебя. Да? Да. Поэтому, исполнившись смелости, мы можем говорить: предвечный мой помощник. Предвечный мой помощник. Не буду бояться. Не будем бояться. Что мне сделает человек? Это значит, братья и сестры, что мы никогда не будем испытывать это в одиночестве. Насколько близок будет предвечный в этих испытаниях? Да! Прочитаем 10 стих. Не бойся,
потому что я с тобой. Не озирайся по сторонам, потому что я твой Бог. Я буду держать тебя правой рукой праведности. Да? Да! Садись, сестра. А теперь прочитаем 13 стих. Ведь я, твой Бог предвечный, говорю тебе, не бойся. Я буду держать тебя правой рукой и говорю, я тебе помогу. Да? Да! Что это означает? Это означает, что Он жмет нам руку. Он стоит прямо перед нами и жмет нам руку. Он указывает нам путь. Да? Да! Не знаю. Нет? Не вибокай, сядь, Агнец. Ну, нет, так нет. Спасибо, братья и сестры. Садитесь. Спасибо, было реально круто. Спасибо, рад, что тебе понравилось, брат. А нам в в Екатеринбурге давали, как их? Я думал, что ты из Тулы, брат. Ну да, я из Тулы. Я просто раньше в Йобурге жил, поэтому мотает, я путаю сейчас. Ну, если что, брат, то ты сейчас в Рязанске. Спасибо. Ну так вот, нам давали эти витамины такие, ну, чтобы для здоровья хорошо было. Да, мы тоже раздаем витамины братьям и сестрам. Давай, неси, что стоишь. А можно мне, Малеху, ну, так чисто здоровье поправить? Еще как алкаш в 8 утра сказал. Ну я я за шиворот не закладываю. Извини, брат, но витамины эти у нас для братьев преклонного возраста. Если позволишь так выразиться. А можно мне одну? Ну, так чисто ради профилактики. Нет, прости, правила. А теперь извини меня, брат, нужно трудиться. Ну, спасибо еще раз. Давай, пойдем. Было реально круто. Пусти меня, алло! Что делать-то? Что делать? Пусти меня, говорю тебе. Тебя запомнил бычара. Слышь, ходи, оглядывайся теперь. Бычков, доброе утро. О, здрасте, Антон Максимович. Палец не отрежь. О, а у меня, между прочим, для вас подарок. Так, рассказывай, как влился в коллектив. Ну, друзей я там себе не нашел. Даже скорее наоборот. Вышвырнули? Я сам ушел. Ну, сначала, конечно, вышвырнули. А продержался как долго? 2-часовую проповедь, 4 песни про спасение. Музычка, кстати, ничего, вытянула весь тухляк. Ты витамин-то раздобыл? Вот здесь все четко. Синюю, красную? 2. Да ладно, я уже Лене экспертизу отправил, скоро будет готово. Если дело в витаминах, получишь премию. Выговор. Правда, благодарность тоже не получишь, потому что ты был разоблачен. Антон Максимович, вот от вас доброго слова не дождешься. Идем к Лене. Ну, если в 2 словах, это просто мультивитамин. В смысле, это обычные витамины? В смысле, да. А, Е, С, В6, В12. Минимальный набор. И отравить этим реально? Да хоть обожрись ими. Ни вреда, ни пользы. Для сектантов эти витамины то, что надо. Вы про эффект плацебо слышали? Чего? Проехали, Вань. Так, это выходит, что соглядатый тут ни при чем. Антон Максимович, это что, получается, я зря сидел там? Зря свою психику травмировал? Заживет до свадьбы твоя психика. Вас там не было, вы там не знаете, как это вот... Ваня, исключение версии – это тоже результат. Спокойно. Ну что? Ну, Антон. Хорошо. Значит, дедушку травит кто-то другой. Здравствуйте. Здравствуйте. Майор Амосов из полиции. Это вы ходите к Анатолию Степановичу? Да, а что случилось? Я хотел пообщаться с его внуком Валентином. С Валиком? А что с ним, какие-то проблемы? А вы, собственно, кто? Я Юля, невеста Валентина. Очень приятно. Ну,
Может, вы наконец скажете, о чем вы хотели поговорить? Скажите, а где сейчас Валентин? Он сейчас уехал в командировку на пару дней. То есть вас он оставил за старшую? Да, вроде того. Понятно. Ну и как, не тяжело ли ухаживать за чужим дедушкой? Не тяжелее, чем за своим. Так, а в чем дело? Неважно. Когда Валентин вернется, передайте, чтобы он связался с нами. Да, хорошо, я передам. До свидания. Всего хорошего. Ну, значит, я выхожу из воды. Раз по сторонам, а штанов нету. Ну что, я до сих пор не в курсе, кто эксперт там, Кислый или Крутик. Как вы думаете, может ли встречаться такая девушка с таким ботаном, как наш внук? Не, ну такая, я думаю, вряд ли. Хотя, если у деда нормальная недвижимость. О, а я ее знаю. Это аптекарша наша. Такая и гулять бы просто так с ним не пошла. Аптекарша, говоришь? Думаешь, это она? Думаю, да. Все сходится. Фармацевт разбирается в том, как взаимодействуют различные лекарства, имеет доступ к ним, а также систематическую возможность травить больного. Причем без угрозы уголовного дела. А далее логика проста. Выйти замуж за внука, отравить деда, развод и полдома в кармане. Аптекарша-отравитель. Что нам делать? У меня есть план. Нужно сработать на опережение. Вывести ее из равновесия. Че, клюка едать, что ли? Поторопить. Спешка. Худший советник всяких умников. Ну что, не приходил? А позвонить? Понятно. Думаешь, сработает? Не знаю, твоя была идея работать на опережение. А странно, что я тебе об этом говорю, да, опер? Теряешь квалификацию? Это же в вашем арсенале подозреваемых на понт брать, а? Знаешь что, Леночка? Что, Антошка? Вы мой телефон не видели? Фу, слава тебе, я прям работать не мог, честное слово. Фух. А вы что, поссорились, да? Выкладывай давай. Ну что, сначала пацаны в футбол играли, потом какие-то хулиганы хулиганили. Ну, потом наша пришла. Дальше что было? Ну что, прочитала, порвала и прям за забор кинула и куда-то убежала. Даже к дедуле нашим не заглянула. Значит, сработало. А что в письме было? Благодарность соглядатаев пришествия за передачу дома в собственность общины. Ну и далее. Наш нотариус посетит вас в удобные для него дни, бла-бла-бла. И подпись с уважением юрист и пастор церкви соглядатаев Бычков. Это, между прочим, я придумал. Гениально. А ты проследил, куда она ушла? Нет, вы же не сказали. Вань. Она скоро вернется. Надо срочно ехать к этому деду. Так, вот и поедем. А ты останешься здесь за главного. Кто там на кухне? Это я, дедушка. Ужин тебе принесла. Ой, да пить хочется. Ой. Да-да. Сейчас уже несу. Юленька, что там за шум на улице? Ты не видела? Ой, дедушка, там такой ужас. За кем-то скорая приехала. Сейчас всех без разбора в больницу забирают. Вот. Вот вода.
Вот особенно тех, кто плохо кушает. Ой. Тихо. Сейчас ужин будет готов. Спасибо. Спасибо, деточка. Откройте! Кто там стучит? Полиция, а? откройте! Открой, наконец, ему. Кто там стучит, не знаю. Дайте выпью. Вань, не надо ничего убивать. Мы знаем, что вы дома, открывайте! Вы что здесь делаете? Мы по вызову. Кто вас спустил во двор? На скале слышны крики о помощи. Спасите, убивают. Какие крики? Вы что? Наверное, кто-то пошутил. Послушайте, мы обязаны проверить. Если вам нечего бояться, то вы можете нас впустить. Ведь так? Отойдите. Пожалуйста, проверяйте. Я как раз собиралась уходить. Стойте, вы нам тоже нужны. Так, девушка, я спущу. пожалуйста. Что такое я вам нужна? Не трогайте меня! Вы не имеете права! Вы арестованы. На основании чего? На основании улик. Каких улик? А вот наверняка и улики. Я думаю, что экспертиза еды покажет нам желаемые результаты. Хотя вы, конечно, можете облегчить себе жизнь и рассказать нам все сами. Нет, это не я. Нет. Бабушка, что-то случилось? Ты что-то видела? Ребят, ничего не случилось, что я устала просто по городу ходила. На. Бабушка, я так рада тебя видеть. Заходи. Давай я помогу. Сало сразу в холодильник положи. Заходи. Иди. Господи. Мужик, стопе, закурить есть? А если я скажу, что есть, то эта история закончится? А чё ты такой бурый, а? Да нет, ребята. Вы просто всегда такие предсказуемые. Давайте так, смотрите. Вот у меня есть телефон. Ну, вот. Здесь лопатник. Тут штуцер или 2 рубасов. Расходимся краями. А? Не выйдет, дядя, краями. За бабло, конечно, спасибо, а вообще тебе привет. От того, кто с того света вернулся. Если ты понимаешь, о ком базар. Черт, господи!